Привет! Микрофонов на рынке представлено в изобилии. Они предназначаются для записи голоса или усиления звука. Выбрать хороший товар не так просто. Сегодня у меня на обзоре подобный микрофон от компании RedX, модель TT123. Использовать его можно как беспроводной микрофон для видео или беспроводной передатчик голоса для преподавателей, гидов и так далее. Давайте рассмотрим его поближе, посмотрим на его функционал и, главное, проверим его на качество звука. Подписывайтесь на канал. Поехали! В целом подобные устройства называются радиогидами, то есть это радиопередатчик с радиоприемником, которые применяются в основном на экскурсиях или у лекторов продвинутых вузов. С помощью таких систем рассказчика слышно в радиусе 50 метров. Радиооборудование улучшает качество самих лекций или экскурсий. Спикеру не нужно громко кричать, чтобы его услышали. Он может вести речь без пауз, не переживая, что сорвет голос. Что касается расстояния, на которое могут работать эти устройства, все производители заявляют около 50-100 метров. И этот не исключение. Время работы устройства около 8 часов, время зарядки около 3 часов. Также важно понимать один нюанс. Здесь встроенная батарейка и тут, и тут. Использование встроенных аккумуляторов – это всегда компактно, меньший вес, но если приемник разрядится в ходе экскурсии или лекции, заменить батарейки оперативно уже не получится. Поэтому нужно заранее следить за зарядом передатчика и приемника. Благо, заряжаются они быстро, заряда хватает надолго. Приходит устройство в картонной упаковке в наборе микрофон, передатчик, аудиопереходник на разъем 6,5 мм для профессионального оборудования и USB-кабель для зарядки обоих устройств. Давайте рассмотрим его в качестве устройства для чтения лекций, например, как инструмент преподавателя. Для этого я подключу его к своей любимой микролабовской колонке и зачитаю вам небольшой отрывок из лекции. Отрывок лекции «Человек как субъект деятельности по психологии». Важнейшая функция психики – регуляция, управление поведением и деятельностью живого существа. Главная отличительная особенность психики человека – наличие сознания. Как вы могли заметить, качество звука вполне для этого годное, но подключать нужно его к колонкам с достаточным диапазоном мощности, а лучше с предусилителем, потому что стандартной громкости может не хватить. А сейчас давайте проверим качество передаваемого им звука, если использовать его, например, для записи видео в качестве петличного микрофона. Прочитаю вам отрывок из книги. Если уж я собрался рассказать всю правду, а почему бы и нет, уж времени-то у меня хватит, то я должен начать с того, что я, Ричард Пинцетти, родился в нью-йоркской маленькой Италии. Мой отец приехал из Старого Света. Я хотел стать хирургом. Мой отец смеялся, называл меня сумасшедшим и говорил, чтобы я принес ему еще один стаканчик вина. Как можем понять из услышанного, качества для использования в виде петличного микрофона не хватает. Да и не прямое это его предназначение. Ведь петличные радиомикрофоны стоят в 10 раз дороже, и вы должны это понимать. Вот такое, друзья, устройство было в сегодняшнем обзоре. Напишите в комментариях, какие еще сценарии использования подобного микрофона вы видите. Спасибо за просмотр и ваши лайки. Поддержка ваша бесценна. Впереди много интересного.